Кто не знает меня, хочу представиться. Меня зовут Горецкий Александр Валентинович. Я ученый, писатель, пишу книги на тему медицины, доктор, профессор, академик комплементарной медицины и разработчик множества запатентованных и незапатентованных методов лечения людей и занимаюсь в основном неизлечимыми заболеваниями. Что я хотел бы сказать? Я давно уже не давал ни интервью, не делал фильмы на русском языке по многим причинам. Меня знает весь мир, меня читают, меня смотрят в основном на других языках и читают мои книги, хотя я их написал на русском, а потом перевел на 7 языков, но в основном их читают за границей и на других языках, можно сказать. Сегодня я хотел бы поделиться своими знаниями и опытом, и также подсказать вам много интересных моментов из жизни, вашей жизни, ваших предков. И практика, которая была ранее известна, она начинает забываться, но я ее использую, модернизирую, совершенствую и предлагаю людям для использования также, для того, чтобы они не болели. Есть очень много интересных методов, которые дают возможность человеку никогда не болеть. Есть, конечно, проблемы у людей, но их можно избежать профилактически. И эти методы, которые я вам предлагаю сегодня, они и лечебные, и профилактические, и, возможно, как дополнение могут стать большим плюсом для лечения даже самых тяжелых неизлечимых заболеваний. Люди не хотят себе принять то, что они хотят вылечиться. Люди говорят о том, что они хотят быть здоровыми, но на самом деле многие опустили руки и не верят ни во что. Поверьте в себя и используйте то, хотя бы, что я предлагаю, и оно даст вам большой эффект. Сегодня я хотел поделиться с вами простым методом для того, чтобы не просто избавиться от боли, а от многих причин, которые связаны с болью в ногах, позвоночнике, во внутренних органах, в горле, шее, во многих местах в организме человека можно избавиться простыми, известными методами. Сейчас я вам продемонстрирую, как можно сделать компресс на ноги из алкоголя, можно сказать. Это водка с добавками. Следующий мой фильм будет посвящен тому, из чего можно самое эффективно сделать вот эти вот компрессы, чтобы они максимально вам помогли. А сейчас я покажу, что можно сделать и как можно сделать компресс для того, чтобы устранить и боль, и причину, которая связана с возникновением этой боли, то есть снять воспалительные процессы, устранить где-то закупорку даже вен, растворить где-то холестерин, улучшить кровообращение. У кого есть, например, варикозное расширение вен, просто чудесная методика, которую я вам сейчас продемонстрирую. Есть проблемы с позвоночником. Это чудо, когда человек использует подобные методы. Самое главное, что это может сделать каждый. То, что я предлагаю, это все может человек сделать сам.
Посмотрите внимательно. Первую часть. Вот у нас лежит ткань, которая используется для массажа. При массаже мы ей застилаем массажный стол обычно. Она очень хорошая, нужна будет нам пленка. И, можно сказать, бальзам, которым мы сейчас пропитываем эту ткань. Чем эффективна эта ткань? Тем, что она не впитывает в себя. То есть вот сейчас мы всего лишь около 50 грамм, это даже меньше рюмки, которую человек обычно выпивает, около 50 грамм израсходуем алкоголя на лечебную процедуру. Мы обворачиваем сейчас ногу, и этот эффект разогрева ноги и проникновение компонентов с этого бальзама будет очень даст очень большой высокий коэффициент излечения, можно сказать, проблем, которые человек имеет. Здесь есть эффект разогрева и есть эффект даже охлаждения, можно сказать, такое вот чередование обогрева и охлаждения. Ну, это нужно прочувствовать, это нужно увидеть и попробовать. Вот, ничего сложного, и в том числе очень просто. Сейчас мы сделаем немножко выше вторую ногу, чтобы показать им, что можно делать до колена, можно сказать, и делать немножко выше. Сейчас мы вам продемонстрируем следующий этап обворачивания. К сожалению, интернет немножко плохо работает, поэтому у нас есть задержка. Вот. Также мы просто обворачиваем более длинный кусочек ткани и также заворачиваем пленочкой. Пленочка сохраняет и тепло, сохраняет влагу, которая там есть в том лечебном бальзаме, и дает возможность долго держать эту процедуру. Сколько по времени? Но раньше советовали такое оборачивание держать где-то 15 минут. Кто-то держит час, кто-то держит и 5 часов, кто-то на целую ночь делает. Это все тоже индивидуально. Зависит от того, как человек переносит. У некоторых появляется как бы такая аллергическая реакция. Это не аллергия, это просто реакция на компоненты. И начинает краснеть, зудеть нога, например, или часть тела. И тогда уже человек должен снять. Хоть это прошло 5 минут или 10 минут. Если никакой видимой реакции нет, то можно продолжать. Сейчас продемонстрируем еще возможности, подобные, как можно оборачивать участки нашего тела. Очень интересно. Если нет под рукой у вас, например, пленки, но есть просто обычные носки. Посмотрите, как можно сделать такое же
обворачивать с таким же фактически эффектом, если у кого-то болят суставы просто на стопе, у кого-то шпоры, у кого-то какие-то проблемы. Просто смочить в растворе, одеть носок, но все содержимое, оно быстро испарится и высохнет. Поэтому нужно одеть еще пакет обычный, который мы используем пищевой нашей в пищу, где-то оборачиваем какую-то пищу. И для того, чтобы это держалось, одели еще один носок. Вот процедура фактически так выглядит. Легко, просто, доступно каждому. Вы сами можете все это сделать. Сейчас еще покажем, как можно сделать оборачивание на тело. Мы берем больший отрезок ткани, этой же тоже смачиваем и обворачиваем уже выше участок тела. Здесь в этой ситуации позвоночник, тазобедренные суставы, у кого проблемы. Ну, очень много плюсов. У кого-то где-то по-женски, где-то у кого-то мужские проблемы, с пищеварением проблемы. Это тоже помогает. Это универсальный метод. То, что вы сейчас смотрите, это еще и красиво выглядит. Вы посмотрите, сейчас мы фактически создаем произведение искусства. Это моя разработка, нигде я не посмотрел и не украл. Это я сам разработал фактически вечернее платье. Мы сейчас вам показываем, как можно сделать наряд из ничего, из лечебной процедуры и одновременно вот такой вот наряд, где можно даже выйти на бал. Вот. Посмотрите, как оно смотрится даже и приятно, и полезно. Вот это вариант в белом исполнении. И в черном исполнении есть, оказывается, такие пленки цветные, которые позволяют сделать даже красивые вечерние платья вместе с процедурой, которую, можно сказать, дает просто фантастический эффект. Это нужно увидеть. И далее сейчас самый популярный ранее в моем детстве метод, который я немножко тоже усовершенствовал, это метод выращивания, например, шеи при болях, что кто помнит, это боль в горле, это боль просто в шее, это боль даже зубная боль. Раньше посмотрите старые фильмы. Просто посмотрите, у кого-то болит зуб, и вот здесь вот такая вот повязка у него через всю голову, он ходит по улицам, там идет на работу, неважно куда, и у него вот такая вот повязка. А эта повязка была не что иное, как было бинтом обвернута ватная повязка, пропитанная тоже водкой, например, или самогоном, или чем угодно. И человек ходил по улице, не стеснялся этого. Все, что я вам сейчас показываю, это сделано очень красиво, для того, чтобы человек даже не стеснялся. А раньше люди не стеснялись это ходить, делать и показывать. На шее, с повязкой на шее, я в своем детстве видел детей, взрослых, бабушек, дедушек, и они ходили по улице с этими повязками. Сейчас я вам покажу, как можно сделать сейчас в современных условиях эту повязку, даже чтобы она выглядела прилично, можно сказать.
Прошу включить. Опять же берем эту ткань. Чем она хороша, эта ткань? Тем, что она не вбирает в себя и минимум затрат на то, чтобы сделать процедуру. Ну вот на такой компресс, опять же, я говорю, не больше 50 грамм, да каких 50, даже меньше, там идет алкоголя. Для того, чтобы сделать такой компресс, алкоголь должен быть не больше 40 градусов, тогда такие компрессы делаются на короткое время. Если мы хотим на длительное время, то содержание процентного алкоголя должно быть не более 30%. Поэтому нужно на это очень обращать внимание. Вот видите, мы сейчас сделали обвертывание тканью, пропитанной бальзамом. Сейчас мы заворачиваем популярно сейчас для обвертывания каких-то ну, предметов, можно сказать, для посылок, для чего там, вот такой вот пленочкой с пумпырышками, которые иногда люди любят так нажимать и постреливать. Им приятно это делать. И дальше мы еще заворачиваем пленкой. Обычно отрезаем пленку, которая у нас есть на кухне. Обверточный, опять же, кусочек такой обрезаем. Немножко заматываем, чтобы было и тепло, и одновременно, чтобы оно держало форму. Поэтому вот такой компресс, опять же, в зависимости от процентного содержания алкоголя и от необходимости, можно спокойно носить хоть дома, хоть на улицу. Можно взять даже шарф или же какой-то свитер и одеть, и его даже не будет видно, что он есть. И хоть на работу одеть, хоть куда угодно. И вы почувствуете большую разницу в том, что у вас произойдет после использования таких компрессов. Так что я показал вам множество вариантов, можно еще усовершенствовать даже мои совершенные методы, которые я сделал, и делать это ну, более эффективно, если вы захотите комбинировать и экспериментировать. Я редко делаю фильмы на русском языке, поэтому если вы захотите, вот те, кто сейчас смотрит, чтобы я делал, подпишитесь на мой канал. Если вы хотите, чтобы я давал вам информацию простую, доступную и интересную, передайте этот фильм многим своим знакомым, друзьям, чтобы он пользовался популярностью. У меня и так 64 тысячи подписчиков в Ютубе, вы можете посмотреть, но эти подписчики фактически блокируются Ютубом, и рассылка этим подписчикам в многих ситуациях не доходит. Поэтому просмотров очень мало. Есть управление по просмотрам, управление аккаунтами, можно сказать, и ту информацию, которую я даю, она немножко блокируется. Поэтому, если вы хотите, чтобы эта информация шла, рассылайте, показывайте друзьям, потому что она очень нужна людям, только об этом мало кто знает. У меня очень много полезных советов, и я могу иногда делиться ими с вами. Через пару дней я опять выйду в эфир на русском языке. Сейчас я буду делать трансляцию на другом языке, буквально через несколько минут. И там я расскажу, как сделать вот этот бальзам, который очень эффективно помогает для таких компрессов. Есть множество вариантов, но я вам дам самый эффективный рецепт, который я использовал, который использовали множество людей по моим рекомендациям и очень даже давали высокую оценку тому, что я предлагаю. Очень большое спасибо за внимание, кто смотрит мои фильмы.
Очень я вас всех уважаю и прошу уважать тоже мой труд, ту информацию, которую я даю, она ценна, и прошу за мой труд оставить и комментарии хорошие, если вам это понравилось, и подписаться на мой канал. Спасибо большое.